Пока ты не сделаешь бессознательное сознательным, оно будет управлять твоей жизнью, и ты будешь называть это судьбой. Карл Густав Юнг, швейцарский психолог, психиатр, философ и культуролог, основатель аналитической психологии. Это я 6 лет назад. Проблемы со здоровьем, комплексы, постоянные тусовки, игры по 8-10 часов в день, бесконечный поиск отношений с целью спрятаться от себя и до краев забитая голова токсичными установками. Если бы меня тогда спросили, зачем ты живешь? Кем желаешь быть? Каких людей ты хочешь видеть рядом с собой? Я бы грустно ответил: не знаю. Это я сейчас. Здоровье пришло в норму, как и вес. Появился доход от любимого дела. От тусовки из попоек превратились в редкие теплые встречи. Рядом остались только близкие по духу люди. Я вижу свое будущее и знаю, чего хочу. И несмотря на трудности, которые, как и у всех нас, никогда не пропадут окончательно, я с гордостью могу сказать, что уже люблю и принимаю свою жизнь в достаточной степени для ощущения искреннего счастья и комфорта. Ролики на YouTube полны такими со стороны красивыми изменениями, после которых, как правило, следует реклама курса по успешному успеху. Но не в этот раз. Раньше, как и многим из людей, мне казалось, что психологи и психотерапевты шарлатаны, а что-то изменить можно исключительно с таким слоганом: возьми и сдай ЕГЭ! Сдай ЕГЭ! Но оказалось, что начинать нужно со своего внутреннего мира, ведь именно он и является главным ролем в жизни. Этот ролик будет более живым, чем остальные. Сегодня я хочу поделиться 10 открытиями из личной психотерапии, которые могут дать пищу для размышлений или мотивацию начать в 2026 году заниматься своим ментальным здоровьем. Я расставил их в сценарии от более очевидных до самых интересных и глубоких, так что смотрите до конца. Но я не могу начать без дисклеймера. Это лишь мои субъективные выводы, к которым стоит прислушиваться с осторожностью. Ведь они могут вам не подойти. Предупреждены, вооружены. Давайте начинать. Многие современные психологи вводят людей в заблуждение и убивают доверие к психотерапии. И если вы зайдете в Инстаграм, то увидите целую армию никнеймов с приставкой Psy. И речь не про ту самую группу, которая сотворила песню Gangnam Style, а про слово psychologist. Думаю, что вы сами уже успели догадаться, как оно переводится. Все хотят развиваться, поэтому и среди них есть достойные специалисты. С этим не спорю. Но многие вещают очевидно нерациональные вещи, прикрываясь своим статусом. Кто-то приобрел его в университете и живет помощью людям, а кто-то прошел курсы в интернете или на ровном месте решил назвать себя психологом. Вторые более приметны, ведь публикуют колоссальное количество рилс для привлечения внимания к своим услугам. Там частенько продвигается, к примеру, сексизм в виде традиционных ценностей, которые далеко не все хотят принимать. Что женщина должна давать своему мужчине? Поддерживать его в любых ситуациях, даже если он не прав. А что насчет легендарной женской энергии? У нас скоро запустится марафон 2-дневной пробуждения силы. Ни для кого не секрет, что серьезная часть людей вокруг нас попадает в абьюзивные отношения, проходит через зависимости и идет против своих истинных желаний, что превращается в золотую жилу для многих желающих заработать побольше деньжат, полностью наплевав на действительную эффективность их помощи. В конечном итоге мы имеем еще более отчаявшихся людей, которые больше не верят в результативность психотерапии и начинают решать все по старинке. Компенсацией. Например, алкоголем, играми или новыми деструктивными отношениями. Психотерапия помогает снова стать на ноги, но для этого нужен специалист, который подойдет тому или иному человеку, с которым не придется испытывать стыд, чьи мысли действительно помогут почувствовать себя полноценно. Я прошел через 5 психологов, после которых выходил с пустотой внутри и абсолютной потерей веры в эффективность. И только спустя время нашел того человека, который действительно мне помог. Психотерапия — это не про проработку всего до идеальности и стандартов общества, а про изменения в тех сферах, которые мешают комфортно жить. Продолжаем тему тех же самых самозванцев из Инстаграма, которые хотят заработать на заблудившихся людях. Для обретения счастья в жизни человек не обязан вставать в 5 утра, быть в идеальной форме и питаться листьями салата. Часто именно это может сделать только хуже. Если это не его осознанный выбор, если он не получает от этого искреннее удовольствие. Психотерапия — это про прощупывание своих истинных желаний. Если тот встает в 10 утра и чувствует комфорт, ему не нужно это прорабатывать. А вот если, к примеру, рядом есть люди, которые отравляют жизнь, на это стоило бы обратить внимание. Но из-за навязанных стандартов в социальных сетях многие закрывают глаза на свои настоящие проблемы, начиная фокусироваться на том, что и так их вполне устраивало. Если вы чувствуете себя комфортно в жизни, вам не нужна психотерапия. Вы же не начинаете пить таблетки от боли в животе, когда ничего не болит. Скажу больше, если внутри вы окончательно убеждены, что ваша жизнь в порядке, то психотерапия будет малоэффективна. Ведь
ведь психологи и психотерапевты не решают проблемы. Они показывают их и предлагают способы их решения, а результат зависит от наших усилий. Да, я долгое время на полном серьезе представлял, что это та самая волшебная таблетка. Ты пришел на сессию, рассказал про свою жизнь, и все резко поменялось. Но реальность уничтожила все ожидания. Пришлось копаться в себе и идти против закоренелых установок. Каждый раз отделять истинные желания от навязанных, проводить поведенческие тесты, срываться, но все равно продолжать плавно менять то, что не устраивает. И именно плавно, ведь на это могут уйти месяцы, а иногда даже и годы, так как наши установки формировались десятилетиями, а изменения формируются через новый опыт. Человек привыкает ко всему, как к хорошему, так и к плохому. После 3 месяцев психотерапии мне казалось, что ничего не изменилось, а деньги были выброшены зря. Но на дистанции 3 лет я вижу гигантский результат. К примеру, учителя по математике не ходят с нами за ручку и не считают за нас. Они учат считать и задают домашние задания для оттачивания полученных навыков. Мало того, учителям нужно еще и найти подход к ученикам, что тоже занимает достаточное количество времени. Психологи и психотерапевты точно так же учат жить, пытаясь найти индивидуальный подход к каждому. Заполняют новыми навыками и дают домашние задания, которые мы тоже решаем сами. Когда-то я не знал, сколько будет 2 плюс 2, но ответ стал очевидным после кучи уроков в школе. Когда-то я не умел говорить «нет» людям, но после кучи поведенческих тестов оно стало легко выходить из меня каждый раз, когда в этом чувствуется необходимость. Здоровых людей нет, есть недообследованные. Эту фразу я говорю не с целью заставить вас бежать к психологу, а выдохнуть. Психотерапия стала в каком-то плане трендом. Все вокруг жужжат про дисциплину, спокойствие разума и проработанность, что вызывает чувство неполноценности у тех, кто чувствует себя плохо. Но многие из нас росли с глубоко нездоровыми родителями, а кто-то столкнулся с такими людьми в течение своей жизни. И абсолютно закономерно, что это создаст кучу токсичных установок. Важно не гнобить себя за это, а принимать свой путь. Ведь на многое мы даже не могли повлиять. Принимать — это не оправдывать свое токсичное поведение детскими травмами и смириться. Принимать — это закончить самосаботаж, выдохнуть и не бежать вперед паровоза, а пошагово и выборочно менять свои установки, действуя из позитивного подкрепления, продолжая жить. Не все ужасно, я обязан меняться, а моя жизнь хороша и ценна, но я могу ее улучшить. Уважительное отношение к себе мотивирует нас гораздо больше, чем авторитарное. Хотя найдутся и те люди, кому помогала первая трактовка. Все очень индивидуально. От каких-то установок можно и вовсе не избавиться полноценно, но важно научиться жить с ними без вреда себе и окружающим, а иногда и изымать из них плюсы. Свою эмоциональность и гиперэмпатичность ты воспринимаешь как недостаток или как преимущество? Да, это козырь мой вообще. Дружи со своими демонами. Не нужно бежать от негативных эмоций и качеств. С детства нам внушают, что плакать плохо, злиться и грустить тоже плохо. Нужно быть спокойным, тихим и позитивным. Потом мы вырастаем, начиная компенсировать грусть и скуку различными подручными средствами. А злость проявляем в сторону других людей, что превращает ее в агрессию. Но ведь это обычные человеческие эмоции, которые заложены в нас природой. А слезы — это способ их высвобождения. Если не позволять эмоциям выходить, то рано или поздно они дадут о себе знать. Мужчины не плачут. Это не аксиома, а стереотип, идущий из поколения в поколение. Именно по этой причине многие мужчины начинают уходить в зависимости. Злость, к тому же, помогает лучше понять дискомфорт и недовольство от той или иной ситуации. В моменты скуки мозг отдыхает от захламленности, а тело фокусируется на собственных чувствах. Иногда именно лень и скука помогает получить новые мысли для будущего развития. Поэтому те самые негативные эмоции на самом деле являются очень важными сигналами, которые стоит проживать. Я бы сказал, что психотерапия — это сточить острые углы, а не разбивать все вдребезги, а потом собирать заново. Многие люди использовали боль внутри себя в творчестве и нашли отклик у других людей, а кто-то с помощью перфекционизма добивается повышения качества своей работы. Поэтому важно договариваться с демонами, не позволять им брать верх, но пользоваться их возможностями. Артист Моргенштерн был нездоров и гнался за вниманием всю свою жизнь, в чем сам недавно признался. Понятное дело, что успехом не откупишься от дыры внутри себя, но сейчас он имеет аудиторию, деньги и занимается любимым делом, из чего можно сделать вывод: не всегда стоит делить на черное и белое. Во всем
важен баланс. Интерес этого высказывания в том, что оно применимо практически в любой сфере. Нет ничего страшного в том, чтобы в свободное время сыграть пару игр в КС или попить чай с конфетами, но важно знать свою норму. Нет ничего ужасного в том, чтобы не уделять своему партнеру абсолютно все время, а учитывать и свои интересы. Нет ничего страшного в том, что мы допускаем ошибки. Это и вовсе учит нас жить. Но беспричинно и радикально запрещать себе что-то — это лишь противоположная крайность бесконтрольного и анархичного получения удовольствия. Более подробный ролик о бесполезности запретов уже на канале. Подсказка с ним в правом верхнем углу. Даже на первый взгляд полезные и правильные действия, вроде занятий спортом, изучения чего-либо или работы над важными проектами, могут погубить жизнь. Если не позволять себе от этого отдыхать и 24/7 находиться в гонке за новыми достижениями. Плодотворная работа действительно может привести к достижению больших результатов, но другие, не менее важные сферы очень сильно пострадают. Иллюзорно может казаться, что организм имеет бесконечное количество сил, ведь прощает нам издевательство над ним вроде ночей без сна или длительных тренировок. Но на самом деле он лишь дает нам их в долг. Расплачиваться придется в любом случае, даже если через несколько лет. Поэтому отдых надо планировать точно так же, как и работу. Я был максимально удивлен, когда услышал, что в список планов нужно записывать не только важные дела, но и досуг. Раньше мой список планов выглядел так: убраться, приготовить поесть, помыться, написать сценарий, провести стрим, позаниматься спортом, сходить на встречу. И каждый раз я не понимал, почему все это дается с таким трудом. А все дело в том, что такой список дел я пытался выполнить целый месяц подряд. Перезагрузка проходила только во сне, но этого уже было недостаточно. Я не выделял себе время для того, чтобы просто молча полежать или поваляться в ванной. Если получалось, отдыхал. Нет, значит не судьба. Но это в корне неверно, ведь отдых нужен нам каждый день. Иногда кажется, что лишний час на работе поможет достигнуть большего результата. Но именно этот лишний час можно потратить для себя. И уже весь следующий день начнется с хорошего настроения. Мы знаем, что в конце дня нас ждет вечер с семьей, игра в КС или просмотр фильма, от чего работаем с большим энтузиазмом. А если каждый день превращается в день сурка, то постепенно приходит выгорание. Многие из нас живут крайностями. 2 недели работают 14 часов в сутки, а потом 2 недели не хотят вставать с кровати, что отнимает ресурс еще больше. Именно поэтому очень важно расставить четкие границы между работой и отдыхом. Важно знать, в какое время дня вы имеете неприкосновенное право ничего не делать или делать что-то для своего удовольствия. У многих деструктивных действий, которые мы совершаем, есть своя функция. В самом начале я рассказал о своей прошлой жизни. Все те негативные действия, которые я выполнял, имели свою функцию — закрыть глаза на проблемы. Мне было невыносимо с самим собой, отчего я бежал в отношения, сломя голову. По этой же причине позволял людям проявлять токсичность в свой адрес. Ведь даже так было лучше, чем в одиночестве. Я играл в игры, чтобы убрать с глаз эту серую реальность. Начал принимать антидепрессанты. На полгода жизнь поменялась, а потом все вернулось на привычное место. Ведь в голове ничего не изменилось. И только с годами мне пришла мысль, что никакие игры или таблетки не смогут создать счастье там, где уныние построило уже целый город. Они лишь предлагают временное убежище, но по окончанию срока отправляют тебя обратно. Многие девушки, к примеру, ложатся на хирургический стол и меняют себе все тело, а мужчины начинают качаться до вот таких состояний. Чаще всего они оправдывают это судьбой, волей случая или предназначением. Но на самом деле за этим может стоять множество ситуаций с буллингом их внешности десятки лет назад. И именно эти моменты заставляют человека быть полностью уверенным в том, что ценность определяет только его красота в глазах других. Но стыд никуда не делся, он лишь спрятался за красотой. К примеру, некоторые девушки боятся выйти без макияжа даже в магазин за хлебом. А если вдруг вышли, то чувствуют себя так, будто каждый продукт тыкает на них пальцем. Большая часть нашего общества гиперкомпенсирует проблемы до самой старости, ведь это входит в привычку. Но гораздо продуктивнее остановиться, прислушаться к себе и проанализировать все свои действия. Тревога мне всегда казалась крестом, который я буду нести за собой всю жизнь. Но только недавно я понял, что она является чем-то вроде сигнализации, срабатывающей на определенные мысли или чувства. Если начать объяснять себе, что эти мысли и чувства хоть и неприятны, но чаще всего не наносят урона, то и сигнализации незачем срабатывать. Бороться за принятие себя обществом
проигрыш битвы еще до ее начала. Знакома ли вам ситуация? Вы настолько боитесь очередной критики, что пытаетесь даже не дать повода. И именно это я и подразумеваю под словом «битва». Сделать все так, как надо кому-то другому. Но почему эта критика никогда не закончится? Возвращаемся к прошлому пункту. Человек, который полноценно удовлетворен своей жизнью, держит фокус на себе и своих близких. У него тоже есть свои взгляды и принципы, но он не тратит время на то, чтобы кого-то менять. Он делает выбор. А вот человек, который, мягко говоря, жизнью своей недоволен, пытается этот фокус смещать на других. И именно поэтому важно принимать токсичность и непрошенные советы не как камень в свой огород, а как крик о помощи. Одному человеку прямо сейчас не нравится моя татуировка на лице. Для другого именно она будет придавать этому видео шарм. Одному человеку не нравится мой голос. Другой продолжит слушать только из-за него. Но прежде всего татуировка нравится мне. А голос мне вообще не приходилось выбирать. Критика не наносит нам урон. Мы сами наносим его себе, принимая ее близко к сердцу. И если полноценно объяснить себе это, то она становится лишь словами, витающими в воздухе. Иногда критика людей действительно может помочь взглянуть на что-то под другим углом. Поэтому новый уровень саморазвития — это научиться находить дельные мысли из тонны грязи без последствий для психики и примерять их на себя. Подошло? Круто. Пробуем дальше. Нет, остаемся при своем. Ты никогда не сможешь контролировать все. Недавно в нашем городе случилась буря. Деревья попадали прямо на машины. Один человек погиб. И в этот момент я задумался о том, насколько наши планы ничтожны. Возможно, кто-то несколько месяцев назад планировал продать свою машину, а сейчас на ней лежит береза. Мы постоянно расстраиваемся, когда что-то идет не по плану. Ведь воспринимаем как должное то, что все должно быть идеально. Многие из нас проделывают большую работу, а потом расстраиваются, что в 1% из нее допустили ошибку, полностью закрывая глаза на оставшиеся 99. И даже тот факт, что за всю жизнь мы где-то случайно не отравились, не попали в аварию и достигли каких-то результатов, уже впечатляет. Ведь организм человека на самом деле невероятно хрупкий, а у обстоятельств есть на нас свои планы. И именно желание все успеть, проконтролировать и безошибочно достичь идеала часто приводит к тревогам и депрессиям. Закрой глаза, расслабь тело и спроси себя: ты хочешь быть идеальным или счастливым? Если ты ответил счастливым, отстань от себя. Я уверен, что тебе есть чем дополнить мои мысли. Твой комментарий уже ждут десятки людей, просматривающих ролик. А я был бы очень рад твоей подписке на мой ТГ-канал. Там больше пищи для размышлений. Берегите себя и заботьтесь о своем ментальном здоровье в 2026 году.